Сегодня мы находимся в 4-м зале античных подлинников, и я расскажу вам о наших шедеврах. Итак, первым нашим главным героем будет вот этот саркофаг, который находится за мной. Он овальной формы. Это достаточно редкий случай. Больше все-таки в античной истории саркофагов прямоугольной формы. И если прямоугольной формы саркофагов было несколько сотен, то подобных саркофагов было всего несколько десятков. Поэтому долгое время вообще считали, что это некая погребальная урна. Но сейчас, когда мы внимательнее разберем сюжеты и изображение на этом произведении, мы поймем, на самом деле, подлинную его значение, подлинную его суть. Весь саркофаг вырублен из цельной глыбы мрамора. И это, конечно же, прекрасный пример именно ремесленного мастерства. Вы видите разной степени проработки мрамора, вы видите высокий и низкий рельеф, и от этого создается ощущение трехмерности, как на переднем плане у нас практически полностью объемные круглые фигуры, а на дальнем плане они постепенно погружаются в глыбу камня. Саркофаг обязательно должен быть связан с темой перерождения. В центре мы видим фигуру Диониса, бога виноделия, а также культ Диониса совпадает с культом плодородия. Обязательно празднование сбора урожая сопровождалось различными театральными действиями. Отсюда по всему саркофагу вы можете видеть обилие театральных масок. Театральная маска – это тоже идея некого перевоплощения, переодевания, когда персонаж полностью меняет свой облик. Обратите внимание, что весь саркофаг пропитан общей идеей празднования и наслаждения жизнью. Здесь буквально каждый персонаж, он переполнен жизненных соков. Также вы видите, как вакханки, сатиры, такие козлоногие существа в нижней части саркофага, они танцуют, радуются, движутся. И также здесь на саркофаге очень много маленьких сатиресков, детей-сатиров. И вот это постоянное движение, оно буквально втягивает зрителя в него. И я вам предлагаю создать вот такой круговой обход и последовать за нашими персонажами, за нашими вакханками и посмотреть саркофаг с противоположной стороны. Заметьте, что здесь скульптурная группа как будто бы уплотняется. Мы находимся перед кульминацией всего этого действия. В данной скульптурной группе явно выделяется одна фигура мускулистого крупного атлета, бородач, у которого из руки выпадает дубина, которая опирается на львиную шкуру. Конечно же, это хорошо вам знакомый Геракл, или в римской версии Геркулес. Геракл не может сопротивляться вот этим живительным силам Диониса, он буквально опьянен всем этим действием, видите, превращается в бездейственную груду мышц. Все персонажи в этом саркофаге начинают действительно постепенно поддаваться вот этим животным порывам. Заметьте, что фигура, которая поддерживает Геракла, постепенно покрывается шерстью. Это персонаж, который уже теряет человеческий облик. В античной культуре прекрасно понимали, что вино воздействует на разум. Этот саркофаг как раз показывает нам вот это преобразование человеческих процессов, природных процессов. И культуры, которые так провозглашали разум, его величие, как раз демонстрируют это на памятнике. Также в центре меняется и само настроение Диониса. Заметьте, что теперь Дионис, который создает главную ось саркофага, одет. Это уже зрелая фигура божества. Причем его изображение, которое мы видели буквально несколько минут назад, находится на той же самой оси. Получается, пройдя через саркофаг, Дионис перерождается. Как из молодого винограда появляется выдержанное вино. И вот эта тема перерождения, постоянного обновления, некого цикла жизни, она пронизывает буквально все произведение. Итак,
овальная форма саркофага, по сути, нужна нам для того, чтобы возвести эту идею в абсолют. Постоянно повторяя наше движение сегодня, мы будем наблюдать вот этот цикл жизни, как из винограда появляется вино, оно превращается в питательные соки и становится виноградом вновь. Из-за того, что крышка была утрачена еще при раскопках, то очень долго вызывал вопросы как раз предназначения этого предмета. Но мы с вами рассмотрели все сюжеты, представленные в данном произведении. Конечно же, у нас не вызывает сомнений то, что перед нами именно редкий овальной формы саркофаг. Но самое удивительное, что до того, как этот саркофаг оказался в России, он, получается, на протяжении больше чем 2 столетий находился в итальянских коллекциях. И там, в Италии, в 17 веке, его видел знаменитый фламандский художник Питер Пауль Рубенс. Сохранились рисунки Питера Пауля Рубенса с этого саркофага. И отдельные фигуры, как графин, из которого сочится вино, как вот эта фигура одного из сатиров, которые придерживают Геракла, вы сможете увидеть как раз на рисунках Рубенса. И получается, что именно это произведение вдохновило великого фламандца на создание знаменитой вакханалии. По совершенно удивительному, счастливому стечению обстоятельств и этот саркофаг, и картины Рубенса сейчас находятся в коллекции Пушкинского музея. Мы находимся в зале искусства Фландрии XVII века. Это искусство барокко, которое максимально воздействует на все наши органы чувств, буквально вторгается в пространство зрителя. Я вам покажу произведение Питера Пауля Рубенса. Заметьте, что эта картина сравнительно меньше, чем многие другие, которые вы увидите в этом зале, но при этом на нее тяжело смотреть. Эта картина действительно переполнена жизнью. Мы уже знаем с вами, что вдохновил Рубенса тот самый саркофаг Уварова, который мы рассматривали раньше. Заметьте, что в живописной композиции Рубенса сохраняется та же самая овальная композиция. Не случайно темнокожая вакханка представлена в центре, создавая вот такое цветовое пустотное пятно. Таким образом, наше зрение постоянно блуждает по вот этой спирали вокруг картины. И создается ощущение вечной асимметрии, как человек должен находить некий внутренний баланс в картине. Вводит в картину нас женская фигура с левой стороны. Вот эта молодая прекрасная сатиресса. Обратите внимание, что сатиресс, женщин-сатиров, до этого мы с вами не видели. Их не было в античной мифологии, получается, что сатиресс изобрел сам Рубенс. Также считается, что данная прекрасная девушка имеет портретные черты Елены Фурман, супруги Рубенса. Она бережно поддерживает своего мужа, как заботливая жена, он, вы видите, Селен уже пьян и проливает графин с вина. Этот же символ мы с вами также видели на саркофаге Уварова. Итак, вместе с вином наш взгляд, наше внимание постепенно опускается в нижнюю часть картины и переходит к фигурам небольших сатиресков и их матерей. Заметьте, что здесь картину становится особенно сложно рассматривать. У многих зрителей даже возникает некое ощущение отторжения. Уж слишком эти фигуры активны, слишком они вторгаются в наше пространство. И дальше наш взгляд постепенно уходит наверх, завершая данный овал, и заканчивается композиция фигурой персонажа, который практически весь уже покрыт шерстью. Помните, похожий персонаж поддерживал фигуру Геракла. Таким образом, персонаж потерял человеческий облик, он стал составной частью природы, он как будто бы даже сливается с деревьями на дальнем плане. Мы видим тут ту же самую тему, как вино перерождается в жидкость и становится жизненными силами, жизненными токами для будущего нового урожая.
Безусловно, эта картина с пьяным Селеном, она также сохраняет идею фертильности и плодородия. Поэтому Бакха часто сопоставляют с идеей осени. И вообще некоторые исследователи видят в этой картине аллегорию 4 сезонов года. Но я вам предлагаю сравнить чисто живописные составляющие. Вспомните сложный рельеф саркофага Уварова, как мы переходили от одного плана к другому. Та же самая рельефность есть и в живописи, когда от объемного, полнокровного, светлого тела девушки мы постепенно приходим к более плотной, более нежной коже девушки на переднем плане. С Этересы мы переходим к мужской, более суровой коже Селена, а потом вот эти вот текстуры сравниваются как раз с кожей прекрасной темнокожей вакханки в центре. Таким образом, через живопись Рубенс погружает нас в пространство картины.